Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Сегодня я хочу вам показать еще одного мышонка или крысенка. Он совсем маленький, рост его 11 сантиметров без ушек. У этого мышонка длинный любопытный носик и тоненькие ручки и ножки. Вяжется он очень быстро и просто, поэтому на этот раз мастер-класс будет состоять всего из двух частей. В этом видео я вам покажу, какие необходимы материалы и инструменты для его изготовления, как вяжется кончик носа, сам нос и голова одной деталью, а также мы свяжем тело мышонку. Ну а во втором видео вы увидите, как вяжутся ушки, ручки, ножки и хвостик. А также мы сделаем сборку игрушки, сошьем все детали вместе и приклеим глазки. Если вам понравился мой маленький крыс, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится пряжа двух цветов. Основной цвет серый и совсем немного черной пряжи. Пряжа у меня Yarn Art Elite. Это 100% акрил, метраж 100 грамм на 300 метров. При этом вязать буду крючком 2 миллиметра. Еще нам необходимы будут глазки. Вот такие у меня глазки. Белые с цветной радужкой внутри, диаметр их 12 мм. Изнутри они полые и приклеиваются к игрушке. Приклеивать будем с помощью клея Момент Кристалл. Еще необходим будет утяжелитель, для того, чтобы игрушка сидела устойчиво и не заваливалась вперед. У меня это галька. Вы можете использовать любой утяжелитель, какой у вас есть. И набор инструментов. Игла для сшивания деталей игрушки вместе. Набор английских булавок для скрепления деталей. Ножницы и палочка для набивания наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Начнем с головы. Она вяжется с кончика носа, поэтому берем черную пряжу. Черная пряжа очень неудобна для съемок, потому что совсем не видны петли, но я думаю, вам будет все понятно. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец и делаем воздушную петлю, чтобы зафиксировать кольцо. Теперь провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. Я это делаю, не снимая с пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в подсчете рядов. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд 12 столбиков без накида. Четвертый ряд 6 убавок. Убавка — это 2 столбика без накида, провязанные как одна петля. Для этого вставляем крючок в первую петлю, захватываем ниточку, вставляем крючок во вторую петлю, захватываем ниточку и провязываем все это как одну петельку. Получилась убавка. Делаем еще 5 таких убавок. Последнюю убавку этого ряда провязываем не до конца. Вот у нас 3 петельки на крючке. Меняем нить на серую. Берем пряжу серого цвета и ею довязываем эту петельку.
Вот мы сменили нить. Пряжу черного цвета можно обрезать, она нам больше не пригодится. Теперь вяжем 5-й ряд уже серой пряжей. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. На этом этапе можно приостановиться и связать 2 хвостика серой и черной пряжи вместе. Делаем узелочек и прячем хвостики внутри этой детальки. Шестой ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Седьмой ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Восьмой ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Девятый ряд. 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 4 ряда по 21 столбик без накида в каждом. Теперь приостановимся и набьем кончик носа и часть носа наполнителем. Мы это делаем сейчас для того, чтобы в дальнейшем нам было проще набивать, потому что дальше будет все сложнее и сложнее набить детальку. Набили кончик наполнителем и часть носа. Продолжаем вязание. 14 ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Пятнадцатый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Шестнадцатый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Семнадцатый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз.
18 ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 5 рядов по 30 столбиков без накида в каждом. Двадцать четвертый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Двадцать пятый ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Двадцать шестой ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Двадцать седьмой ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. На этом надо приостановиться, чтобы наполнить деталь наполнителем. Набиваем плотно, чтобы голова на ощупь была твердой. Вот я набила голову наполнителем. Вот такая она получается. Продолжаем вязание. И вяжем последний, 28 ряд, 5 убавок. Все связали, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик, вытягиваем нить, вынимаем нить контрастного цвета. Для этого используем крючок. Вынули нить контрастного цвета, вот так у нас получилось. В конце у нас осталось небольшое отверстие, необходимо его стянуть. Вставляем нить в иглу. Начинаем стягивать. Для этого захватываем петельки последнего ряда и затягиваем их поочередно. Все, отверстие полностью стянулось. Теперь можно вывести нить чуть подальше, сделать узелочек и спрятать ниточку внутри головы. При этом натягиваем
ниточку, чтобы узелок ушел внутрь. Все, узелка не видно, прячем нить. Обрезаем. Вот такая голова игрушки у нас с вами получилась. Посмотрите. Кончик носа, носик и голова одной деталью. Теперь свяжем тело. Оно вяжется снизу вверх. Берем пряжу серого цвета. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Накидываем нить на палец, делаем воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Я это делаю, не снимая с пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываю нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок. Третий ряд 12 прибавок. Четвертый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 8 рядов по 36 столбиков без накида в каждом. Четырнадцатый ряд 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Пятнадцатый ряд 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь можно уложить утяжелитель в тело и немного набить наполнителем. Сначала на дно укладываем наполнитель и кладем туда гальку. Вот так получается. Сверху тоже набиваем наполнителем. Продолжаем вязание. 16 ряд 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз.
Теперь вяжем 5 рядов по 18 столбиков без накида в каждом. Теперь вяжем 2 последних ряда, в каждом из которых провязываем сначала 9 соединительных столбиков, а затем 9 столбиков без накида подряд. Провязали 9 соединительных столбиков, далее вяжем 9 столбиков без накида. И вяжем последний ряд по той же схеме. Соединительные столбики здесь будет провязать гораздо сложнее, но необходимо постараться. В конце делаем один соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, связали тело, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания головы к телу. И набиваем тело наполнителем. Набивать надо плотно, так чтобы оно на ощупь было твердое. Набили тело наполнителем, вот такое оно получилось. Для чего мы вязали 2 последних ряда таким необычным способом. Видите, у нас появился скос. Благодаря этому скосу нам будет легче пришить голову под наклоном, потому что она должна находиться под небольшим углом относительно тела. Вот так у нас в дальнейшем получится. Ну и теперь можно вытащить нить контрастного цвета. Благодаря тому, что мы на дно игрушки уложили гальку, тело стоит устойчиво на поверхности. Итак, мы с вами связали тело будущей игрушки и голову. На этом сегодня все. Ну а в следующий раз я вам покажу, как связать ушки, ручки, ножки, хвостик, а также как сделать сборку игрушки, сшить все детали вместе и приклеить глазки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!